В реализации проекта нового безопасного конфайнмента главным событием, безусловно, остается надвижка арки в проектное положение, затем закрытие 3 откидных панелей на западном торце арки. Последние 3 откидные панели были закрыты в январе 2017 года. В марте 2017 года завершены работы по бетонированию постоянных опор арки и выполнена передача нагрузки арки с временных на постоянные опоры. После этого вся система надвижки была демонтирована и вывезена с площадки. Подробно о работах по проекту нового безопасного конфайнмента в 2017 году рассказывает Виктор Залезецкий, заместитель руководителя проекта НБК. В 2017 году завершены все основные бетонные работы по проекту. Завершено устройство бетонных дорог и тротуаров, это 15 тысяч метров квадратных. Завершена укладка конструкционного бетона во все сооружения НБК. С начала проекта принято 150 тысяч метров кубических бетона. Для сравнения, в 1986 году во время ликвидации аварии при строительстве объекта укрытия было уложено 400 тысяч метров кубических. В 2017 году полностью выполнены работы по благоустройству на площади 38 646 метров квадратных. При выполнении земляных и других работ с начала реализации проекта удалено 168 250 метров кубических трава. В настоящее время трава вывозится только с площадки при демонтаже легкой кровли машинного зала. Остаток травы не более 100 метров кубических. В 2017 году завершены работы по подземной и надземной прокладке трубопроводов, системы холодного и горячего водоснабжения, системы теплоснабжения, системы производственной канализации, системы ливневой канализации, включая систему очистных сооружений, системы хозяйственно-бытовой канализации, системы противопожарного водоснабжения. Все вышеназванные системы выполнены в полном объеме и внутри зданий и сооружений НБК. Также внутри зданий на 98-99% выполнена прокладка трубопроводов следующих систем: безнапорной системы трапных вод, безнапорной и напорной системы обращения ЖРО, безнапорной системы сточных вод, системы подачи сжатого воздуха, системы пенного пожаротушения, системы газового пожаротушения. До полного завершения всех работ по наружным трубопроводам необходимо выполнить работы по электрообогреву и утеплению трубопроводов, следующих трубопроводов: системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, системы хозяйственно-бытовой канализации, системы противопожарного водоснабжения. Выполнены основные работы по пусконаладке системы основных кранов. Я говорю основные работы, потому что они не все завершены еще. Но тем не менее получено разрешение ГИАРУ и Главного управления Гоструда Киевской области на эксплуатацию СОК. Это позволило подрядчику «Наварка» использовать СОК для выполнения работ по монтажу анкеров герметизации на кровле блока В. На сегодня все анкеры доставлены на рабочее место и выполняются работы по установке и креплению анкеров в проектное положение для последующего монтажа герметизирующей мембраны. Особое место среди работ 2017 года занимает окончание монтажа и наладка 25-тонного мостового крана внутри гаража обслуживания системы основных кранов, 20-тонного мостового крана в помещении технологического здания, 16 грузоподъемных механизмов по вспомогательным сооружениям, таких как насосная станция противопожарного водоснабжения, Северный и Южный Вент-центр. При этом следует отметить, что все испытания выполнялись от временных источников энергоснабжения. В течение 2017 года было смонтировано 1300 погонных метров герметизирующей мембраны. В 2018 году будут смонтированы последние 250 погонных метров мембраны, а в данный момент выполняются подготовительные работы и монтаж на самом сложном участке – на кровле блока В. В технологическом здании, в здании электротехнических устройств, в здании насосной станции противопожарного водоснабжения и в шлюзе доступа пожарных машин выполнялся монтаж воздуховодов и вентоборудования. А в первом квартале 2018 года предстоит выполнить индивидуальные и комплексные испытания всех вентиляционных систем. В 2017 году завершены работы по подземной прокладке кабеля. В 2017 году закончено испытание кабеля 6 кВт между закрытым распределительным устройством и зданием электротехнических устройств. В стадии завершения работы по испытанию трансформаторов здания электротехнических устройств. Следует отметить, что выполнены работы по пусконаладке оборудования РУС на 6 кВт в здании ЗЭО. В 2017 году в полном объеме выполнены работы по устройству заземлителей и молниеотводов.
Оформлены паспорта на заземлители и молниеотводы арки. В настоящее время выполняются работы по системам. Системе радиационного контроля, системе контроля доступа, системе звукового оповещения и радиовещания, системе промышленного телевидения, системе пожарной сигнализации, пожаротушения, системе сейсмического контроля, системе метеорологического контроля, системе телефонизации и связи, интегрированной системе управления. В связи с активной прокладкой кабельных лотков, прокладкой кабеля и установкой электротехнического оборудования во всем здании сооружения НБК в конце 2017 года было увеличено количество персонала, выполняющего электромонтажные работы. Полное завершение электромонтажных работ планируется в первом квартале 2018 года. Подрядчиком «Наварка» подготовлен и согласован с заказчиком порядок передачи частей объекта и систем. Весь объект НБК разделен на 49 частей. Первая часть объекта была принята заказчиком 4 июля 2017 года. На сегодняшний день принято 5 частей из 49. По переданным частям заказчик принимает окончательные версии исполнительной документации. Также передача исполнительной документации может опережать передачу частей. Как пример, в октябре подрядчикам была передана исполнительная документация в полном объеме по обшивке арки. Из вышесказанного мы видим, что окончание этого года и начало следующего года будет очень напряженным. Пожелаем всем успеха!